У нас такая новость появилась. Мы когда-то слышали о ней, но думали, что это будет не очень скоро. И думали, что, возможно, даже и не здесь. Но оказалось, что именно здесь, недалеко от нашего дома, будут строить скоростную дорогу. Да, вот он, под акацией, под которой скоро завалится уже. Вот, в общем, будут строить скоростную дорогу, продолжение скоростной дороги, которая уже сейчас от Белграда, да, по-моему, она, Никит? От Белграда в сторону Субботицы она идет в Венгрию, если я не ошибаюсь, да? Да. Венгрию. Ветка наша, ветка с другой как раз стороны. Да. И когда-то мы слышали, что когда-нибудь доберутся и до Ниши, что здесь тоже будут строить скоростную эту дорогу, то есть ее продление. И вот наконец-то добрались. То есть еще стройка не начата, но, ну скажем так, практически начинается. То есть как мы это узнали? Мы это узнали, потому что у нас стали перекрывать дорогу. Наш автобус несколько раз шел немножко по другому маршруту, обходному пути, объездному. По той причине, что люди, которые живут вот на этой стороне за железной дорогой, там есть железная дорога, но это такая однополосная, старая, а строить новую скоростную железную дорогу собираются вот здесь. То есть, в принципе, вообще очень близком отношении к нашему дому. Вот здесь она будет проходить. Вот, а дом наш, как я показала, ну вот практически, не знаю, сколько метров, Никит, как ты думаешь? 100 есть? Мне кажется, нету. Я прикидывал до сотни, и то это по карте было, а здесь похоже в эту сторону. Ну, в общем, где-то около 100 метров, я так думаю, не дальше. Вот, в общем, она будет в несколько полос, здесь места, конечно, хватает. В общем, люди, вот, которые живут на той стороне, они очень недовольны этим фактом, что все-таки дорогу будут здесь делать. Они надеялись, что в каком-то другом районе она будет проходить. Но решили здесь делать. И люди недовольны тем, что, во-первых, это будет совсем близко. Если у нас еще там какие-то 100 метров есть, то у них вот просто вот дома стоят вот так вот в непосредственной близости. Буквально там, не знаю, в 5-10 метрах от железной дороги. И еще недовольны тем, что из-за того, что будет здесь скоростная эта трасса, не трасса, а железная дорога проходить, то единственный выезд вот с той стороны. И туда идет дорога, которая разделяет вот как бы центр, наш Пантелей, вот от этого дальше района. В общем, не знаю, как это объяснить. Короче, вот там вот, если видно, проезжает машина. И вот именно через эту дорожку есть проезд на ту сторону, на тот район. И эту дорожку хотят закрыть. То есть ее здесь не будет. Будет только пешеходная зона. А туда сейчас ходят автобусы, несколько номеров. И люди, по сути, остаются без транспортного сообщения с центром города. То есть, возможно, они могут как-то добираться, но им нужно будет ехать еще куда-то. Здесь они просто вышли, сели на автобус и доехали до центра. А в данном случае, если эту дорогу перекроют, то им нужно будет еще куда-то добираться до автобуса сначала. В общем, конечно же, людей это не устраивает, и они выходят на забастовки, перекрывают дорогу и, в общем, выдвигают свои требования. В общем, недовольны они этим. В общем, в Сербии не принято особо замалчивать какие-то проблемы. Если люди недовольны, то они выходят, собираются массово и говорят о том, что их не устраивает. Вот в данном случае люди не согласны с тем, что здесь вот в близости будет проходить такая железная дорога скоростная. И поэтому они заявляют об этом. В общем, проходят забастовки у нас, тут перекрывают движение и, не знаю, что-то решат, пойдут на компромисс на какой-то или нет. И мы как бы задумались вообще, это плюс или минус? Раз такая будет здесь проходить железная дорога серьезная, скоростная, которая будет идти от Болгарии, я так поняла, из Болгарии, то есть на электричке можно будет доехать из Болгарии через всю Сербию и Венгрию, правильно?
Правильно я поняла? Правильно сын говорит. Вот. Так что, с одной стороны, вроде бы это круто, с другой стороны, близость в 100 метрах буквально. Ну, не знаю. В общем, мы в недоумении вообще, нам от этого плюс или минус. Пока не решили. Конечно, судя по такому городочку маленькому, как Бачка-Топола, где тоже построили станцию этой дороги скоростной, которая идет в Венгрию. И судя по этому факту, когда там было это все построено, закончено, то цены на жилье, на недвижимость там подскочили очень сильно. Поэтому я тоже думаю, то ли у нас будет нам выгодно от этой стройки, то ли не особо. Пока непонятно. Ну, в общем, достаточно серьезное событие такое. И практически, я так понимаю, уже начинают строить. Где-то там уже завезли материал, да? Вот, где-то уже там материал какие-то завозят. В общем, процесс начинается. То есть это уже не разговоры, а все серьезно. У нас здесь такой сад сливовый. Я не знаю, он кому-то принадлежит или нет. Но там такие шикарные сливы. И так это соблазняет зайти туда. Вот эта вот вся полоса, это сливы. Но я ни разу не видела, чтобы здесь кто-то там подходил, что-то делал, ухаживал или там собирал хотя бы. В общем, как будто бы никому не принадлежит. Но ладно, не будем рисковать. А вот это типа алыча. Дикая слива, такая мелкая, красная. Кстати, она тоже полезная. Я имею в виду, что ее тоже можно какой-то компот сварить, что-то такое. В общем, я так понимаю, это бывший чей-то участок, поэтому здесь есть еще фруктовые деревья. А вот сливы не знаю, бывшие или не бывшие, а может и не бывшие, может чей-то. Ну что, пойдем? Горы видны тоже сегодня. Да, красиво там горы видны. Меня вообще, когда мы только приехали, удивило больше всего именно это, что в центре, если посмотреть в одну сторону, будут видны горы. Я такого никогда не видел. Ну все, уже. В общем, у нас здесь еще все наши привозы вот в таком вот виде. Здесь нет асфальтированной дороги. И я надеюсь, что здесь не будут пускать прям какой-то транспорт специально добираться до станции. Но вообще, помимо скоростной железной дороги, мы слышали, что еще и будет новый автобус. Где-то здесь прям рядом пустят. Какой-то еще будет автобус ходить. Соответственно, к нему тоже какие-то дороги будут делать. В общем, нас ожидают большие изменения. Пока не знаю, хороши они для нас или нет. На плане нарисовали, как автобусы будут идти, проезжать мимо нашего дома, там как по бульвару. И где-то там через эту железку хотят сделать такую U-образную эстакаду, переезд. Короче говоря, если они будут ходить, то они будут ходить мимо нас. И, мягко говоря, не прямо. Скорее всего, не часто. Поэтому, конечно, понимаю, чего они бастуют. Потому что это неудобно и нелогично, при том, что у них был прямой путь, единственный путь. Ну, нет, я на самом деле их понимаю, почему они бастуют, но нам пока это не так сильно будет мешать. Вот больших минусов я для нас прям не вижу. Ой, с ними-то понятно, они на той стороне находятся. Им обрезают, во-первых, путь автобусом добираться, а во-вторых, у них прям совсем близко. То есть как бы у нас это все не так плохо. А у нас, что интересно, на плане нарисованы автобусы идут, а у нас же перед домом еще один дом. Причем новостройка, он после нашего появился. Сносить его явно не будут, а вот как при этом автобусы должны ездить, большая-большая загадка. Да. В общем, пока ничего не понятно. Только посмотрите на этот огромный грецкий орех. Вау, огромный. Вот это мощь. И весь усыпан грецким орехом. У нас наступила жара, снова 36, 38. Мы сейчас вышли чуть-чуть дойти до магазина, и
Без кепки просто невозможно. Сразу голову напекает мгновенно. Очень жарко. И вся неделя будет такая жаркая. В общем, передых случился небольшой на несколько дней. И снова жара. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Немножко я скомканно рассказала нашу новость про новую железную дорогу. Сейчас объясню чуть-чуть поподробнее, попонятнее. В общем, недалеко от нашего дома, где-то примерно в 100 метрах, проходит сейчас железная дорога. Она очень такая старенькая, однополосная. По ней проходят поезда буквально 2 раза в день. Вот. Но до Белграда от нашего города Ниш добираться на поезде очень неудобно, потому что долго. Идет он примерно 5,5-6 часов, хотя мы удалены от Белграда 240 километров. На автобусе это примерно 3,5 часа, на машине и того меньше, часа 3, а может быть даже 2,5. Вот, то есть поездом сейчас не особо хорошо добираться в Белград, и практически никто не ездит поездом. Но мы слышали еще несколько лет назад, пару лет назад, о том, что будет продолжение этой скоростной дороги, которая сейчас уже существует от Белграда до Венгрии, в нашу сторону, то есть к югу. Будет через Ниш также проходить, и мало того, она еще продлится дальше в Болгарию. То есть начальная точка будет в Болгарии, заканчиваться будет в Венгрии и проходить будет через Сербию. И станция должна быть совсем недалеко от нас, в нашем районе. И вроде бы как в городе Ниш будет 2 станции на эту скоростную железную дорогу. То есть, в принципе, это место через буквально несколько лет превратится в такое достаточно оживленное. Я так понимаю, сейчас это считается, это не окраина города, но немножко в стороне от центра города. Вот, но, видимо, ждут большие перемены это место. В том числе хотят сюда добавить помимо железной дороги скоростной еще и дорогу, которая еще будет ходить несколько маршрутов автобусов. В общем, вот такие изменения. Это есть все, вся информация, это есть о планах строительства, включая сроки, в общем, все планы, как будет это выглядеть, где что будет находиться, какая станция. Все это есть на сайте городском. То есть это не то, чтобы мы где-то по слухам, а это все можно прочитать там. Строительство этой скоростной железной дороги начинается сейчас, в 2026 году, заканчивается предположительно 2028-2029 год. Но так как, если учитывать уже опыт предыдущей части, вот этой части скоростной дороги, которая была построена Белград и Венгрия, то чуть дольше. Поэтому не факт, что это будет 28-29, возможно, и подольше. Ну, может быть, и нет, кто знает. В общем, добираться тогда станет, когда эта дорога будет запущена. Добираться до Белграда будет 1,5 часа на этом скоростном поезде. Цена, конечно же, там будет высокая, это понятное дело, не как на автобусе, но автобус в 2 раза дольше, как минимум 2 раза дольше. Ну и, соответственно, дешевле. В общем, конечно же, плюсы здесь, безусловно, есть. Сообщения, можно добраться легко до Белграда. 1,5 часа все-таки это не такое уж огромное время. Вот. Но мы задумались, конечно, о минусах, потому что у нас это будет прям совсем недалеко от нас. Конечно же, эти скоростные поезда, они не ходят, как электрички в Подмосковье, там каждые 10-15 минут они будут проходить там несколько раз в день, но все равно, все равно. Вот, в общем, вот такие вот у нас новости, и мы пока до сих пор не понимаем, это хорошо или плохо. Вот. Но, как я уже рассказала по опыту Бачки Тополы, маленького городочка, где стоимость все-таки выросла на жилье после того, как там была открыта эта станция, одна из станций этого участка скоростной дороги, то вполне возможно, что у нас тоже это скажется в лучшую сторону. Ну, мы, во всяком случае, на это надеемся. Да, и хочу еще напомнить, что
Мы периодически встречаемся для того, чтобы записать совместный ролик с риэлтором Алексеем, кто подписан на мой канал уже давно, конечно же, видели уже с ним ролики, знают, о ком я сейчас говорю. Вот, он может ответить на многие вас интересующие вопросы по поводу переезда из России в Сербию, не только из России, вообще по поводу переезда в Сербию. Вот, вы можете ему написать в телеграм-канал, он ответит на эти вопросы. Можете задать ему вопросы на моем канале, написать мне вопросы, а я ему озвучу. И буквально через несколько дней мы с ним встретимся, чтобы ответить на эти ваши вопросы. Хотя, в принципе, сейчас у меня и так уже много достаточно вопросов, которые ему нужно задать. Люди уже писали, но у вас еще есть время, несколько дней, чтобы написать свои вопросы, что вас интересует. И он ответит на них, конечно же, если они будут в его компетенции. Так что не забывайте, пишите и ждите новый ролик с ним. На крепости повесили рекламу фестиваля Нишвиль. Это очень радует. Это означает, что фестиваль скоро начнется. В прошлом году он был в августе. Было очень много интересного. Сюда можно было приходить каждый день практически. И обязательно что-то новенькое было. Ну, конечно, вечером. Так что надеюсь, что в этом году я тоже много всего сниму интересного. Покажу вам. Я тут решила в тенечке посидеть, после рынка отдохнуть немножко. Снова по традиции показываю, что я купила. Я купила сливу, которая сейчас уже очень и очень дешевая, по 60 динар. Как бы, в принципе, уже не планировала ничего варить, никаких варений, но здесь я не удержалась. Но 60 динар это почти за даром. Поэтому я решила пару баночек джема сделать. Вот. И взяла еще купину, это ежевичка. Взяла еще килограмм, как и в прошлый раз. Она оказалась очень вкусная и дешевле она уже не будет. Она стоит 400 динар. И это, я так понимаю, за сезон самая низкая цена, потому что она сейчас кое-где 400, а кое-где уже и по 500. Вот, то есть это ее минимум. Дешевле не будет. Шикарно сидеть здесь в тенечке. Класс. Я успела только посидеть на этой лавочке шикарной в тенечке буквально 3 минутки, как тут же плюхнулся рядом со мной какой-то, ну, бомж, не сказать, но какой-то алкоголический человек, от которого ужасно пахло. Сразу бежать пришлось на другую какую-нибудь лавочку. Да, это все-таки декоративные перчики, вот эти желтые с красным на клумбе. Очень красиво смотрятся.
Мы шли домой и решили немножко минут 15 посидеть возле реки. Вообще к вечеру погода шикарная. Не хочется домой идти. Интересно, что это такое растет? Смотри-ка, давай сфотаем на этом GPT, спросим. У него даже плоды какие-то есть. Интересно. Видишь, какие-то плоды есть? Может, кто-то знает, что это за растение? Мы, конечно, сейчас погуглим. Интересно. Кто-нибудь знает, что это? А мы уже погуглили. Не поверите. Это бешеный огурец обыкновенный, ядовитый. Вот даже такое бывает. Кстати, его тут много. Смотри, он прям по всей этой. Вот еще. Много обыкновенных огурцов бешеных. И лягушек много квакает. Потому что сейчас Нишава больше похожа не на реку, а на болото. Она пересохла сильно от жары. И вот здесь все цветет просто. Ну, здесь воздух посвежее, да? Да, Поприятнее. точно. Хоть даже река уже не река, почти, а болото пересохшее. Временно, конечно. Но все равно воздух здесь свежее. Приятный. Сейчас мы тут приземлимся минут на 15. Вон уточки. Ой, а вот это, кажется, мята. А вот это, кажется, мусор плавает в реке. А вот эта мята все-таки, да, смотри-ка. Интересно, а почему она прям выросла вот рядом с водой? Надо же. Вот уж я не знала, что она к воде как-то тянется. Такой огромный куст мяты, он там цветет. Да, точно. Точно, вот из этой дырки течет вода. Стекает туда вниз. И там, видимо, вот сверху насыпалось немножко земли. И поэтому там растет мята. Обалдеть. Вот так вот. Все живое тянется к воде. Без воды никак. Да вон они, уточки. Да, здесь хорошо. Ветерочек такой от воды, свежесть. Лучше, чем в городе. Еще я обратила внимание, что самые жаркие места в городе, там, где дорога асфальтированная. Вот где такая вот брусчатка, плиточка, все равно такой жары нет. А вот где лежит асфальт, там просто, ну, просто как на сковородке. В общем, в южных городах жарких нельзя делать дороги из асфальта. Надо делать из плиточки. Это, наверное, невозможно, конечно же. Но сам факт. От асфальта очень жарко.